Ни во что я не верю. Это ты веришь в какую-то великую миссию, в невероятные открытия, которые ждут нас там, внизу. Что ты будешь делать, если выяснится, что там внизу одна только пыль, камни и металлические плиты? Такая находка сокрушит тебя. И когда так и произойдет, нашим величайшим открытием будет это. Я слышу сигнал из руин, голос, который обращается ко мне, говорит со мной. Это человеческий голос. Ну что, всем салавикраб. Сегодня к нам подъехала новая визуальная новелла с симпатичными анимешными девочками. Поэтому будем посмотреть. Так что присоединяйтесь и получайте удовольствие. Поехали. И снова я впал в задумчивость именно здесь. Этот простор словно вытягивает мои мысли из головы. Остаются только одни облака. Облака. Темные, розовые, серебристые, пушистые, перистые, тяжелые, угрожающие, легкие и романтичные. Стоит только протянуть руку и сможешь зачерпнуть порцию влажной прохлады, покалывающую кожу острыми льдинками. Любой сорт на любой вкус. Чертов облака, как же я вас ненавижу. Ненавижу, надоели. Людям бы здесь понравилось, у них на земле разнообразие небес не слишком большое. Когда погоду определяют голосованием, побеждает всегда один и тот же вариант. Большинство не очень любит решать и выбирать. Наверное, им очень надоело солнечное и безоблачное небо. Впрочем, откуда мне знать, я никогда не видел людей. Зачем мы сюда летели? Пройти сквозь сотни световых лет и зависнуть в нескольких километрах от цели глупее судьбы и не придумать. Как же легко вышагнуть с мостика на темную и плотную равнину, простирающуюся внизу. Один шаг, и я там, на планете, наконец-то. Опять глупый мозг нашептывает абсурдные идеи. Стоишь у края пропасти, мозг шепчет «прыгай». Видишь торчащий из одежды корешок. Голосок нудит в черепе «намотай на палец и оторви», как волосок. Хоть бы раз объяснил причину. Нет, глупый мозг, это так не работает. Ты обманут собственными чувствами. На секунду я прикрыл глаза, представляя, как все будет на самом деле. Вот я шагнул с мостика в пустоту. Я приближаюсь к серому покрову с такой скоростью, что ветер почти срывает с меня одежду. Вот я влетаю в него, но не разбиваюсь. Это не равнина, а плотные тучи. Но это не тот нежный прохладный пар облаков, который можно пощупать там, наверху. Жгучая и горячая серная кислота, удушающий сероводород, смертельный углекислый газ. Эти тучи жрут романтику на завтрак. Серная кислота конденсируется на моей коже. Нет. Я, конечно же, в защитном костюме. Не буду же я высаживаться на поверхность неизвестной планеты в домашнем комбинезоне. Вот слой туч кончается, я врываюсь в нижние слои атмосферы. Передо мной черная скалистая пустошь, голая, вылизанная чудовищными ветрами до блеска, настоящая поверхность планеты. Где-то внизу проблескивают металлом странные и непонятные постройки неизвестных цивилизаций, цель нашего полета. Я даже представить не могу, как они выглядят. Равнина несется ко мне на огромной скорости. Я врезаюсь. Па. И все вдребезги. Ох, сучьи и палки. Ах, вы ж сучки и палки. И сучки и падлы.
Ух, уф. Ага, глупый мозг. Трясешься от страха, как серое желе, потому что чуть не выпал туда, куда минуту назад ты сам хотел шагнуть. На секунду я действительно поверил, что у меня разыгралось воображение от выдуманного приземления, но нет. Очередной удар шторма, просто порыв ветра для местных жителей. Жаль, что мы и не местные. Стены Айланта вокруг тихо стонут и похрустывают, расправляясь обратно. Сколько еще штормов они выдержат? Сколько мы выдержим? Лучше не задерживаться на этом мостике надолго. Нужно идти на свой пост. Кажется, я снова опоздал. Йоли будет бурчать. Кстати, а где это она? Может быть, если я просто сяду за стол и сделаю вид... Ёлки лысые. Не ругайся в присутствии старшего по званию. Ты почему опоздал? Почему опоздал? Как неожиданно она выскочила. Плоская какая-то. Женщина-кошка. Кто-то наивный мог бы сказать, что наш главный биохимик низкого роста, но я всегда считал, что Йоля не низкая, она концентрированная. В ней сконцентрировано 10 очень въедливых военачальников. Какой талант пропадает. Вот уж кто начищает парадный китель каждый день, так это она. Хотя на Айланте нет и никогда не было десантной группы. Но ничего, если встретим живых и агрессивных инопланетян, спросим на них Йолли. Блин, я не люблю такие вот имена. Йолли, Молли, Полли. Я опоздал. К счастью, у меня есть реальная причина. Я был в коридоре, когда шторм опять ударил. Тут сильно трясло. На нижней палубе аж кора посыпалась. Лицо Йолли изменилось. Конечно, она волнуется, как и все мы. Йолли, будучи биохимиком и ботаником, знает о растительных свойствах Айланта больше многих, что означает ее информированное волнение. Не знаю, она молчит, не говорит даже мне. Наверное, ее молчание должно успокаивать, но от этого становится только тревожнее. Я не хочу, чтобы меня успокаивали. Айланд выдерживал удары ветра сотни раз. Выдержит и теперь. Для этого он и был выращен. Что растет, то и увяда. Не болтай, у нас много работы. Она всегда говорит, что у нас много работы. Какой работы? На Метнале нет жизни. Мертвая планета с мертвыми руинами, мертвой цивилизацией. Нам нечего делать. Всему этому сушеному кораблю тут нечего делать. В биохимической лаборатории 2 сотрудника, один из которых я. И я первый готов признать, что работник из меня не очень. Но даже для нас едва набирается занятий, чтобы протянуть очередной день. Но лучше сделать что-нибудь, пока Йолли не нашла мне задание сама. А в выдумывании мучительных поручений нет равных. Еще один день в роли центрифуги для пробирок я не выдержу. Давай сделаем что-нибудь. Я глядел лабораторию в срочном поиске занятия. Чуть рисковатый запах искусственной почвы влажно липнет к ноздрям при каждом вздохе. Так и хочет сесть и запустить пальцы в один из контейнеров с землей. Зачем? Всегда кажется, что мой растительный друг симбионт радуется, оказавшись в этом уютном гроте. Того и гляди, распустится веером листьев прямо на руке. Конечно, растению в моем теле нечем думать и радоваться. Тяжелую ношу разумности люди свалили на нас. Ты там корни пустил?
Цвети и пахни. Наша смена давно началась. Ох, шишки-гнилушки. Сделать что-нибудь прямо сейчас. Окей. Как же не хочется приниматься за цепочки аналитических реакций. Может быть, протереть пыль? Древесина Айланта все еще недовольно кряхтит после недавнего шторма, но держит склянки и колбы прочно. Ничего не разбилось и не сломалось. Впрочем, нет. Перевернулся один из контейнеров, растрослись и посыпались реагенты. Этого мне хватит, чтобы изобразить бурную деятельность. Имитация бурной деятельности. Шарики гидрогеля разбегаются от метлы, словно живые. Тем лучше. Так я могу подметать дольше. Я покосился на своего старшего по званию, проверяя, видит ли она мой труд. Сейчас что-нибудь бахнет. Снова звенит своими склянками. Вот уж у кого нет проблем с мотивацией и дисциплиной, даже завидно. Странно, что Йоли такая колючая. Уж кто тут должен цвести кустом, так это она, учитывая, сколько времени она проводит рядом с питательным субстратом. Правильно говорят, какой хозяин, такой и симбионт. Хочешь что-то сказать? От твоих грустных вздохов скоро весь Айланд завянет. Это задумался просто. Опять? Подумал второй раз за день? Отмечу дату в календаре. Смотри, не преврати это в привычку. Ну да, думать как бы... Тебя что-то волнует? Что за херня тут какая-то творится, я еще и не понимаю. Давай, рассказывай. Спросила так, как будто переживает за мое душевное равновесие. Издевается. Тебе не кажется, что мы какие-то слабые? Так вот, какие мысли приходят тебе в голову, когда ты смотришь на меня. Понятно. Ну да, сиськов нету как-то на тебя смотреть, аж грустно прям. Нет, я не об этом, то есть ты не слабая вообще. А я этого и не говорила. Ох, да нет же, я про людей. Но мы не люди. Об этом сложно забыть, когда напоминание торчит прямо из головы. В этом и есть его смысл – напоминать. Это эти корешки, что ли? Ну, ушки-то у Йолли довольно симпатичные. Могло быть гораздо хуже. Уж не ей жаловаться. Я невольно пощупал собственные уши. Даже спросить не у кого, как они смотрятся. Херово, да, наверное, смотрится. Ну ладно, но мы часть человечества, друзья людей. Слуги людей. Ну как, даже так, прикинь. Ты на каждое слово будешь мне возражать? Только до тех пор, пока ты говоришь глупости. Ну окей, больше не буду. Ладно, земляне, мы все еще... Мы все, и они тоже, как минимум, земляне. Это тебя устраивает? Да, продолжай. Мы слабые. Казалось бы, весь этот прогресс, огромные корабли бороздят просторы вселенной, долгая жизнь, отсутствие болезней, накопленные знания. И вот мы сидим в скрипучем деревянном гнезде, не в силах спуститься на землю под нами, словно какие-то пираты на шхуне у скалистых берегов Патагонии. Йо-хо-хо, свистать всех наверх. Очень даже в силах спуститься. Мы были там. Внизу тяжелые и опасные условия. Незачем рисковать нашими жизнями снова и снова. И ты знаешь это сам. Стоп. Какие еще пираты? Ты что, опять людских книг обчитался? И почему она так их не любит? Возможно, я обчитался. Такое ощущение, что человеческом земляне пропустили в своем развитии какой-то очень важный шаг. Я как раз читал книгу про это. Я слишком мало тебя загружаю, раз у тебя остаются силы на такие глупости. Как подметешь, сядешь повторять вчерашние эксперименты.
Ладно, но ты дослушай. В этой книге описана забавная идея. Как будто прыжки сквозь космос, варп, гиперпространство. Называй как хочешь. В общем, эти прыжки являются на самом деле очень простым открытием. Наравне с изобретением колеса. А люди каким-то образом умудрились это изобретение пропустить. В итоге на Землю прилетают страшные инопланетные захватчики с топорами и луками в бочках, щели которых забиты паклей, а сзади прикручен прыжковый двигатель, работающий на угле. А их встречает ядерное оружие. Наука так не работает. Нельзя взять и пропустить такой большой и важный пласт знаний. Сама дыра на месте этого знания навела бы нас на открытие. Тогда я не понимаю, почему мы все еще здесь? Где дыра, где открытие? Все-таки мы слабые. Позор. Это позор. Бам. Йоли внезапно шагнула вперед и стукнула костяшками пальцев мне по голове. Ай. В голове у тебя дыра. Хочешь открытий? Вот в той пробе есть азотосодержащие соединения. Будешь их анализировать? Прямо перед нами лежат огромные инопланетные руины, а она ищет следы бактерий в камнях. Опять я с ней спорю, опять и снова. Встретимся, вертимся и вертимся по кругу, словно два упрямых подсолнуха. Но как не спорить, когда это вынужденное безделье зудит занозой в душе? Ты веруешь в эти пути науки, словно в какую-то магию. Наука так не работает. Я недовольно передразнил голос Йолли, но тут же об этом пожалел. На ее лице промелькнула тень, которую я видел нечасто. Ни во что я не верю. Ну ты какая? Прости. Это ты веришь в какую-то великую миссию, в невероятные открытия, которые ждут нас там, внизу. Что ты будешь делать, если выяснится, что там внизу одна только пыль, камни и металлические плиты? Такая находка сокрушит тебя. И когда так и произойдет, нашим величайшим открытием будет это. Она потрясла пробиркой с анализом на гексозы. Конечно, она пытается утешить и приободрить меня, я понимаю. Пусть и в своей колючей манере, но следы внеземных бактерий нашли уже в десятках мест по всей галактике. На главную цель экспедиции как-то не тянет. Эх, спасибо, наверное. Ого, ну все, я точно сплю. Мало того, что Эйн дважды за день о работе подумал, так еще и перестал упрямиться и даже, возможно, что-то понял. Иди и поешь, а то я начинаю бояться, что ты заболел. Вот пойду и поем. Нажрусь, как шарик на помойке сейчас. Скорее наоборот, теперь я понимаю еще меньше, чем прежде. Вот что Йоли умеет, так это расшатывать мою уверенность. Очень полезное умение для старшего по званию, но не слишком-то приятное качество для друга. Действительно, это все от голода. Для симбиота в этой лаборатории достаточно питания, но мясной части тела тоже нужно что-то есть. Вхожу в кают-компанию. Людей на Иланте полным-полно, но коридоры и отсеки, свитые из листьев и ветвей, всегда кажутся полупустыми, как будто экипажа на борту должно быть гораздо больше. Людей, ха-ха. Мне действительно стоит читать поменьше людских книг. Наверное, нет ничего плохого в том, чтобы быть фанатом собственных создателей. Именно это называется религией, разве нет? С другой стороны, как-то глупо быть фанатом того, кто вырастил тебя только для работы, которую лень делать самому, да еще и отправил в такие опасные дали. С третьей стороны, их молочай мне в чай. Она тоже здесь.
Ох, молочай мне в чай. Она тоже здесь. Лучше смотреть себе под ноги. Нет, в окно. Да сегодня отличная погода. Она опять одна. Странно. Как такое может быть? Словно только у меня одного тут есть глаза. Этот нежный оттенок ушек, переходящий на волосы, эти аккуратные бутоны, да, бутоны у нее нормальные, симбионта, пусть и закрытые. Ох, о чем я только думаю. Конечно, один парень там, как я понял, в девчачьем коллективе. О чем еще думать? Конечно же, если такая, как она, обитает в одиночестве, значит, она хочет быть одна. Бред какой-то. И приходит сюда именно ради этого. Нет, она приходит, чтобы сидит одна в надежде, что кто-то к ней придет. Нет, это негативное мышление. Если я буду так думать, то никогда с ней не заговорю. Вот, правильно. Я просто подойду и займусь своей порцией каши. Малейший признак недовольства на ее лице, и я увижу. Да, так пойдет. У нее вообще какое-то, да, немое лицо. Даже не знаю, считать этот взгляд за недовольство. Привет, тут шторм был с утра, ты в порядке? Очень удачно, Эйн, очень удачно. Хорошая идея. Всего лишь беспокоюсь за состояние члена команды. Молчит. Ну все, пора уходить. Сидеть, бляха-муха. Сидеть. Еще немного, и молчание сгустится в очередное облако над столом. Считаю до 10 и ухожу. Да, я в порядке. Спасибо. Дошло наконец. Ответила. Всего несколько слов, но облегчение затопило тело прохладной волной. Почуяв участившийся пульс, листья симбионта на руке развернулись к свету. Надеюсь, она это не заметила. Ёлки, конечно же, заметила. Совсем забыл представиться. Ха-ха, я Эйн. Молчит снова. О, эти знакомые паузы в разговоре. Ее взгляд, направленный мне за спину, чуть выше моего левого уха. Сейчас она размышляет и взвешивает, как бы помягче меня отшить, оценивает, насколько велик риск того, что я разозлюсь и устрою сцену. Какую нахер сцену? Что за бред? Я Мири. Мири. Чтобы заговорить, мне пришлось вспомнить, как дышать. Приятно познакомиться. Я вижу, ты часто сюда наведываешься. Пень дубовый, это кают-компания и столовая корабля. Естественно, она сюда часто сюда наведывается. И вообще, как долго вы летаете, что вы там друг друга не знаете, или там что не общаетесь, что такое? Ребята, как так можно? Или что там такой огромный корабль? Она даже не улыбнулась. К счастью, у меня есть причина помолчать. Каша уже совсем остыла. Нужно скорее ее съесть. Ходить прямо сейчас будет уже совсем неловко. Молча доесть кашу. На Эланте никогда не бывает настоящей тишины. Свист ветра, слышимый даже сквозь пленку окон, постоянное потрескивание древесины стены, шуршание листьев, все это сливалось в сплошной звук, больше похожий на шум воды. Говорят, когда слышишь один и тот же звук непрерывно днем и ночью на протяжении многих дней, то перестаешь его замечать. И тогда ты можешь наслаждаться воображаемой тишиной, созданной собственным мозгом. Ну да. Только сейчас я понял правдивость этих слов. Кажется, стук ложки по тарелке остро впарывает повисшее в кают-компании молчание, словно шип дикой груши, входящий в руку неловкого садовода. Наверное, тебе неловко. Ну, ты мысли мои читаешь, да? Что? Почему?
То есть, да, конечно, неловко, это ведь я к тебе подошел. Ты не часто знакомишься с девушками. Вот откуда ты знаешь, может, каждый день. Это вопрос? Только молчание в ответ. Да что за разговор такой? Не так я себе это представлял. А как я себе это представлял? По привычке я закрыл глаза. Например, она сидит в стороне у окна. Рассветные лучи местной звезды мягко оттеняют нежный цвет листьев в ее волосах. Нет, лучше закатные. Я подхожу и начинаю разговор. Она улыбается и радостно приглашает меня присесть рядом. Говорит, что давно на меня поглядывала, но стеснялась подойти сама. Нет, что за глупости, я же не могу всерьез на такое рассчитывать. Даже я не настолько наивен. Она не радостна, не заинтересована. Она хотела бы со мной познакомиться. Конечно, она хотела бы предложить общение, потому что... Почему? Действительно, почему? Кажется, увлекшись ее внешностью, я совершенно не подумал о том, какой она человек на самом деле. Может быть, я совсем ей не интересен. Может быть, она не интересна мне. Тоже здравая мысль, надо же. Окей, давай дальше. Эх. Голова болит. Да нет, нормально все. Почему ты так подумала? Ты сильно жмурился. Да я задумался просто. Я передернулся, ожидая привычной подколки от Йолли. Вместо этого возникла еще одна пауза. Каша закончилась. Надо же, на этот раз опять были отвратительные пророщенные зерна. А я даже и не заметил. Наверное, душевные страдания заглушили физические. Что ж, пора возвращаться в лабораторию. О чем? Что? О чем задумался? Да, так о своем, о женском. Да, так о своем. О том, что, может быть, на самом деле не хотел знакомиться. Может быть, я просто хотел с кем-нибудь поговорить или послушать кого-нибудь. Что угодно, лишь бы отвлечься от этой каши. Ха-ха. Впервые за все время я посмотрел... Она посмотрела мне прямо в глаза. Острый, внимательный взгляд. От неожиданности чуть не вздрогнул. Да, прости. Разговор получился незрелым. Да, и не спелым. Кактус мне в горшок. Да, незрелым. Наверное, это я виновата. Я не очень-то хороша во всех этих взаимодействиях. Да мы тебя научим. Мы тебя с удовольствием научим. Она произносила слово «взаимодействие», как будто взяла его щипцами из ведра, в котором что-то извивается и хрустит чешуйками. Да ладно, ничего страшного. В качестве извинений мы можем договориться о сделке. В следующий раз, когда тебе попадется эта каша, мы можем поговорить еще. И ты опять будешь молчать? Да, скорее всего. Ну и нахера тогда? Ну ладно, спасибо, буду ждать этого дня. Выдавив кривую улыбку, я торопливо закинул тарелку в рециклист и вывалился из кают-компании в коридор. Воздух тут такой же, как в столовой, но почему-то захотелось вдохнуть его полной грудью. Да уж, с одной стороны, я узнал ее имя. Я, кстати, забыл сразу же. Вздохнул, выдохнул и забыл. Так, и она даже дала понять, что согласна продолжать общение. По всем техническим параметрам это успех. С другой стороны, как-то не так я себе это все представлял. Совсем не так, как я себе представлял ее. Возникает вопрос, хочу ли я сам, чтобы мне снова попалась каша из пророщенных зерен. И снова посмотрел на развернувшуюся за окнами панораму. Какой подходящий образ. Должно быть, метнал
потрясающе выглядит со стороны из космоса. Постельные разводы нежных облаков на фоне монотонных свинцовых волн нижнего слоя туч, непрерывно меняющих узор, привлекающий взгляд, словно взболтанная пена в чашке с настоем цикория. А под этой внешностью кроется недружелюбная, злая планета, которая никого не ждет. Планета, в которой, наверное, нет никакой романтической тайны. Эх. С третьей стороны Мири. Мири? Ёлки лапчатые. Или лапчатые. Опять шторм. Кто-то там спиливает вашу сосну. В этот раз я чуть не упал на колени. Пришлось цепиться в стебель на стене. Еще не хватало брякнуться с мостика на сплетение корней нижней палубы. Второй шторм так быстро, да еще и настолько сильный. Погода совсем нас не жалеет. Интересно, а рассыпалось ли что-нибудь еще в лаборатории? Кто-нибудь мог бы сказать, что люди при всей их власти могли бы вырастить нам корабль посолиднее или хотя бы покрепче? Неужели Йолли права, и нам просто выдали какой-то хлам, которого едва хватает, чтобы поддерживать в нас жизнь? В конце концов, мы слуги. Увлекся фотосинтезом? Сабу. Это главный инженер Сабу. Что она тут делает? Просто пытаюсь вернуть себе уверенность в собственных ногах. Только что ударил особенно сильный шторм. Что-то случилось по инженерной части? Если что-то и случилось, то это мои обязанности, не твои. Ну так я интересуюсь, докладывай. Лучше поторопись к себе в каюту, Лепесточек, пока не свалился в трюм. Можно к вам в каюту заглянуть вечерком? Как можно вложить в голос столько ласки и кленовой жестокости одновременно? В отличие от Йолли, в Сабу вместился только один военачальник, зато уж он-то расположился весьма вольготно и распаковал свои чемоданы. Ни грамма потенциала не пропало зря. Сабу, ты ведь знаешь, что биохимическая лаборатория могла бы помочь с Айлантом. В конце концов, он такой же растительный, как и все остальное. Нам вообще-то нужно больше делать. Только не говори Йолли, что я это сказал. Спасибо за предложение, Лепесточек. Я непременно обращусь за помощью к твоему старшему по званию, если она мне понадобится. Да, лучше ко мне сразу обращайся, что там это Йолли-пуки. Жесткие узловатые стебли ее симбионта, больше похожие на корни, туго оплетали тело хозяйки, при каждом движении проявляя скрытые, мощные и объемные мышцы. Да, мышцы очень объемные, прям очень. Я всегда считал, что Сабу больше подходит алоэ. Привлекательный, мясистый и сочный лист, покрытый шипами, слишком короткими и мягкими, чтобы кого-то отпугнуть, словно их оставили по ошибке, как декорацию. Но стоит тебе проигнорировать шипы, как тебя встретит невыносимо горькое нутро. Конечно, говорить ей об этом не стоит. Один только ее симбионт выглядит так, как будто может согнуть гаечный ключ. Да, знаешь, я действительно лучше пойду. Дела. И еще одна вещь. Я тут заметила, что ты заинтересовался Мири. Это подглядываешь, что ли? Лепесточек, если ты ее обидишь, или просто хотя бы окажешься слишком навязчивым, я из тебя растительное масло выжму. Из орехов так. Ого, вот это поворот. Насчет этого не беспокойся, кажется, мы друг другу не интересны, так что она полностью свободна для тебя. В смысле для тебя? Первый раз вижу, чтобы главный инженер Айланта
Почти покраснел. Йолли была права. Этот день нужно отметить в календаре. Мири, моя подчиненная, а я забочусь о каждом члене моей команды. Ну так позаботься о члене команды. Мири работает в инженерном отсеке. Как же обманчивая внешность. Еще одно доказательство того, что я опять составил у себя в голове образ, имеющий слабое отношение к реальности. Догадки. Надо же факты. Оп, узнал, пошукал, посмотрел, разузнал. И тогда уже делать выводы. Что там нафантазировал. И на основе этого, ну, там, то, все, 50. Ну, так не делается. Неправильно это. Так, она что-то шевелится еще, да? Так. Впрочем, теперь это уже не важно. Как жаль, что я не твой подопечный. Ха-ха. Но я все же воспользуюсь твоим советом и пойду в свою каюту. Спасибо за заботу. Вот и умница. Тебе лучше прилечь, чтобы следующий шторм не оставил тебе шишек. Не боись. Все нормально. Давай, я на балкончике покурю один, а ты ступай. Проходя мимо, она пожала мое предплечье. Жест почти ласковый, если бы не онемение, разлившееся по пальцам от полностью пережатого кровотока. На секунду мне послышался скрип собственной кожи. Только убедившись, что она ушла, я позволил себе зашипеть вслух. Шишки и гнилушки. Меня окружают сплошь недружелюбные сердитые женщины. Ад. Я попал в ад. Метнал никогда не выглядел приятной планетой. Чудовищные бури и ветра. Сернистые тучи, невыносимая температура и давление на поверхности. Чем дальше ты от Метнала, тем легче жизнь. К этому я был готов. К чему я не был готов, так это к тому, что каждая встречная девушка будет относиться ко мне как к куску трухлявой коры. Эх, безопасность моей собственной каюты. Девушкам вход воспрещен. Сколько ему лет, блин, этому главному герою? 15, что ли? 12? Привычный запах маховой кровати. Или моховой кровати. Влажный, землистый. Его свежесть особенно приятна на фоне сухой древесины Айланта. Вообще как-то странно. В принципе, у мужиков там каюты обычно не сильно так прибраны. И свежестью там далеко не пахнет. Постилка уже чуть пожелтела по краям, стала жесткой и тощей. Ну, вот это уже более похоже на правду. Наступило время собирать спарагни и пересаживать кровать к другой стене. Потом поливать, ждать, пока зеленый матрас мха расползется по полу. Лень. Забавно, да. Займусь этим завтра или послезавтра. А сейчас нужно спать. Перед тем, как погрузиться в дрему, я вдруг вспомнил слова Сабу. Главный инженер Айланта ожидала третий шторм за этот день. Даже предупредила меня, чтобы я прилег. Я даже не помню, когда в последний раз штормы были так часто. Возможно, что и никогда. Никто не знает о нашем корабле больше, чем она. Даже Йолли. Стоит ли мне волноваться? Да, что волноваться. И если срубят, то хряпнемся все вместе. Что волноваться? Как будто у меня есть выбор. Как будто я могу что-то сделать. Завтра Йолли будут ругаться. Вот о чем мне стоит волноваться. Цейба. Или Сейба. Цейба. Цейба.